Привет всем, кто меня слышит. Сегодня я хочу обсудить с вами, что происходит со звуком в сегменте среднебюджетных наушников, беспроводных прежде всего. То есть это диапазон $50-150, массовый сегмент. OnePlus и Realme, Huawei – все эти популярные бренды и в большей степени про-модели, которые попадают в этот диапазон цен. Технологии в Bluetooth-наушниках очень активно развивались в последние годы. Звук сильно эволюционировал. Изначально была задача получить хоть какой-то насыщенный бас, потом более протяженные высокие, потом при всем этом не потерять средние. И таким образом звук с каждым новым поколением становился все более сбалансированным. И вот этот путь развития я наблюдал в последние годы и на многих моделях чувствовал, что это какая-то новая ступень. То есть раньше у меня были определенные эмоции от прослушивания песни, а потом ты берешь наушники следующего поколения, и у тебя на той же песне вдруг аж мурашки по спине побежали. И это при том, что от Bluetooth наушников я не жду аудиофильского качества. В силу ограничений конструкции они не способны даже близко подойти к тому, как звучат проводные AEM или полноразмерные наушники. И дело даже не в Bluetooth. Современные кодеки весьма эффективно передают сигнал. Но главные проблемы для звука в ТВС – это компактность, малый вес наушников и малоемкий аккумулятор. Это физика. Используя излучатели малого размера и легкие корпуса, очень трудно получить качественное звучание, особенно в среднем и низкочастотном диапазоне. А малая емкость аккумулятора не позволяет использовать достаточные токи для раскачки драйверов. В противном случае наушники слишком быстро будут разряжаться. Но производители наушников разными хитрыми способами пытаются обходить эти физические ограничения. Они придумывают новые технологические виды излучателей, используют мощные магниты в динамиках, ставят более эффективные аккумуляторы. И им какое-то время удавалось двигаться вперед и делать каждую новую модель лучше предыдущей. Но в какой-то момент они уперлись в физические ограничения. А маркетологи компании требовали, чтобы следующая модель была еще лучше. И когда уже не осталось возможности улучшать физические данные наушников, появилась идея менять звук программно. Благо чипы в наушниках тоже развиваются, становятся мощнее и могут выполнять большую обработку сигнала. Отсюда стали появляться разные предустановки звука, пространственное звучание, адаптация звука под ваш ушной канал и прочая ерунда. Но это еще не так страшно. Все эти функции можно отключить и не использовать. Но маркетологи пошли дальше. А сделайте нам такой звук, чтобы как только человек оденет наушники, у него сразу вау-эффект был. То есть, чтобы бас прям грохотал, а высокие звенели. И объем такой, будто он на концерте находится. И производители в следующей модели чуть-чуть все подкрутили, чтобы поярче звук был. Немного так, чтобы покупатели сразу не прифигели от вау-эффекта. А на следующий год надо же новую модель выпускать. Ну давайте еще немного звук поярче сделаем, чтобы покупатели видели прогресс. И что мы получаем в результате? Модели наушников, в которых я не музыку слышу, а одни эффекты. Да, они вроде становятся техничнее, шире диапазон частот, больше разных настроек. Но звук у них такой, что эквалайзером его уже не исправишь. Ты уже потерял половину звуковой информации, все тонкие оттенки и полутона. Это похоже на обработку фотографии. Если в редакторе выкрутить цветовую насыщенность и контрастность, то вроде ярче, но это же хрень какая-то получается. И если эту картинку сохранить, то потом обратно ты эти полутона уже не восстановишь. Еще это похоже на то, что происходило в индустрии звукозаписи последние десятилетия. Это так называемая война громкости. Начиная с 90-х годов музыкальная индустрия активно поднимала среднюю громкость треков через агрессивную компрессию и лимитирование, чтобы музыка звучала громче и ярче конкурентов. Но при этом естественность и детализация исчезала, а уши от такой музыки уставали. А в последние годы обработка звука в музыкальном мейнстриме достигла уже каких-то немыслимых масштабов. И инструменты и голос звучат сверхплотно и сверхнереалистично. Параллельно, конечно, возвращается интерес и к натуральному звучанию, по крайней мере в альтернативной музыке, которая сейчас прекрасно развивается и находит свою аудиторию благодаря интернету и стримингам. Так что здесь не все потеряно. Но вернемся к примерам с наушниками. Для меня в ТВС-моделях золотой серединой между скучностью и яркостью звука стали Huawei FreeBuds Pro 2, которые вышли аж в 2022 году.
Звучание в них настраивала французская компания Deviolet. А следующие модели Huawei уже делали сами, и все пошло не туда. Pro 3 по отзывам были совсем плохие. А Pro 4 у меня есть, они техничнее, при этом достаточно мягко звучат, но уже как-то неестественно. У меня были еще новые Pro-версии от OnePlus и Realme, несколько моделей от Moondrop, или вот, например, последняя новинка Creative Aurvana Ace Mimi, на которую я возлагал большие надежды. И да, они впечатляют в первый момент своей техничностью, яркими, высокими, мощными басами, но нет частотного баланса, высокие шуршащие и ненатуральные, бас глухой. Плюс неудобное управление, плохой шумодав и, самое главное, на кодеке LDAC звук постоянно прерывается. Или еще более яркий во всех смыслах пример – Notting Ear 2024. Notting технически просто молодцы. Все сделано интересно и креативно. По качеству исполнения, по удобству использования, по классному приложению они вне конкуренции. Но это живой пример того безумного уярчения звука, о котором я говорю. Все эффектно, выкручено на максимум. Басы просто мощнейшие, верха звенят. Звук интересный, его хочется слушать сначала. Но у меня от такого звука через 10 минут начинает болеть голова и ломить шею. Я не шучу. Такого эффекта я ни на одних ТВС больше не получал. И возвращаешься после всего этого на Huawei Pro 2 и думаешь каждый раз, как же они прекрасны. И еще у Huawei самое удобное управление из всех ТВС, что у меня были. Это тоже важно. И я переживаю, что у них скоро совсем сдохнут аккумуляторы. Это уже заметно. Раньше очень редко удавалось их разрядить. А теперь около 2 часов послушаешь, и уже начинает пикать предупреждение. Недавно на Озоне нашел эту модель. Там китайцы распродают какие-то остатки. Заказал себе. Пришли оригинальные, но версия для Китая с китайской озвучкой смены режимов. И это не самое страшное. Проблема оказалась в том, что на одном наушнике был убитый аккумулятор. Он разряжался прямо на глазах, по замерам 25% за 10 минут, и это без включенного шумоподавления. То есть его хватило бы только на 30-40 минут прослушивания музыки. Но, к счастью, сейчас на Озоне возврат даже из китайских магазинов работает без проблем, и мне сразу вернули деньги. И вот получается, что покупать модели из старых запасов тоже рискованно. За несколько лет аккумуляторы на них могут деградировать. Но я решил еще раз рискнуть, заказал у другого продавца. Там были только белые, но зато даже дешевле. И пришли абсолютно без дефектов. 24 года сборки, аккумулятор держит прекрасно. Интересно, что звук чуть-чуть отличается. Мой старый экземпляр звучит немного глуше. Видимо, мембраны излучателей деградировали за эти годы. Слушал я их очень много, практически каждый день. Вот такой экстремальный прогрев наушников получился. Еще недавно на канале Антона из Netbox как раз вышло видео про эту старую модель. Там в комментариях было много тех, кто тоже высоко ее оценивал и соглашался с тем, что они очень сбалансированно звучат, и что современных аналогов просто нет. Но некоторые в комментариях прям возмущались. Какой смысл обозревать такой старый хлам? В общем, эта дискуссия меня в какой-то мере вдохновила на это видео. И вот в этом и проблема. Большинство людей полностью устраивает этот звук, который им продают. На дешевых моделях все эти улучшатели, может быть, даже что-то улучшают. А более дорогие наушники люди не так часто меняют. Им не с чем сравнивать. Тем более у них нет возможности послушать, как звучит нормальная акустика или хорошие полноразмерные наушники. У них нет даже опыта прослушивания музыки разных жанров, чтобы понять, какую роль играют натуральные тембры в восприятии. А маркетологи, сформировав вот это поколение потребителей звуковых эффектов вместо музыки, с радостью продают им новые модели генераторов пространственного шума. Но, как говорится, есть и хорошие новости. Если у вас хватит смелости после ТВС окунуться в мир проводных АЭМ-наушников, то там точно можно найти себе модель на любой вкус. Там огромное количество как по-разному звучащих наушников в разных ценовых категориях, так и разных источников звука для них. Так что комбинаций звучания бесчисленное количество. Но это путь непростой, поскольку нащупать то звучание, которое вам понравится, руководствуясь только обзорами, сразу не получится. Придется самому пробовать и экспериментировать, а это требует определенных денежных вложений. Но тот качественный уровень, который можно найти в сегменте АЭМ-наушников, он того стоит. И там, к слову, есть прекрасные и недорогие модели. И еще аргументом в пользу проводных наушников может быть то, что в ТВС-ках сам телефон может влиять на звук, и не в лучшую сторону.
У меня на канале есть эпичное видео об этом, как телефон может испортить звук ваших Bluetooth наушников. Посмотрите, если интересно. В общем, вот такие дела. Буду рад услышать ваше мнение в комментариях. Ваши лайки помогают этому видео не потонуть в волнах YouTube, а подписка на канал – это то самое ценное, что может получить автор этого ролика. Всем пока!